Всем панкейк! Если вы считаете, что река – самое спокойное место для рыбалки, спешим вас разочаровать. В таинственных глубинах водоемов скрываются самые настоящие гиганты – скаты, акулы и аллигаторы. И вы точно не захотите встретиться с ними лицом к лицу. Ну, разве что, если ваша основная цель – поймать такого на свой крючок. Обыкновенный сом. Возможно, это вас не слабо удивит. Но в этот список самых больших и опасных речных монстров попала рыба, которую некоторые из нас держат в домашних аквариумах. Обыкновенный сом – один из самых крупных хищников пресных водоемов. Это рыба, которая значительно отличается от других. У нее нет чешуи и нормального хвоста. Зато есть длинные мясистые усы, целых 2 пары. Но главное, чем уникален сом – это его размеры. В реках Дон и Волга удавалось встретить экземпляры весом 300 килограммов. Рост рыб при этом достигал 5 метров. Однако необходимо отметить, что таких больших размеров сом достигает только в возрасте около 100 лет. Этот речной монстр благоразумно держится на глубине. Для отдыха он выбирает самые затемненные участки водоема. Живет в ямах, где скапливаются затонувшие бревна и коряги. А если река не глубокая, великан прячется в бобровых ямах. В общем, ему подходит любое углубление, где можно затаиться, выжидая добычу и переваривая пищу. Сом боится света, а потому охотится лишь по ночам. Его жертвами чаще всего становятся мелкая рыба, лягушки, планктон. Для людей он, конечно, не представляет опасности, ведь практически не поднимается в слои, где они плавают. Или, может быть, все-таки нужно бояться этого гиганта? Известны случаи, когда самы утаскивали людей на глубину. Бултыхание, шлепание ногами по воде, особенно ночью, может привлечь речного монстра, который примет это за звуки, издаваемые лягушками. Кроме того, охотясь, этот хищник может перевернуть лодку с рыбаками своим мощным хвостом. Саму очень просто схватить человека за ногу, и если рыба попробует вкус человеческого мяса, она переключится только на эту пищу и станет очень опасной. Так что не стоит недооценивать этого речного обитателя. Миссисипский панцирник. Боитесь ли вы аллигаторов? Огромная, жуткая пасть, 2 красных дьявольских глаза, невероятная скорость нападения на добычу. Да и живут они в пресной воде, так что вполне могли бы попасть в наш топ опасных речных монстров. Вот только расскажем мы вам вовсе не о них. Миссисипский панцирник – рыба-гигант с зубастой мордой аллигатора и телом щуки, закованным в мощную броню. Практически в неизменном виде этот представитель семейства панцирников живет уже более 100 миллионов лет, пережив динозавров и несколько ледниковых периодов. Рыба-аллигатор, по данным ученых, может достигать 4,5 метра в длину. Однако наиболее крупный достоверно известный экземпляр был размером лишь 260 сантиметров. Обитает миссисипский панцирник, что можно понять по названию, в вялотекущих водах реки Миссисипи. Ведет очень спокойный образ жизни, медленно плавает или же, распластавшись у поверхности воды, греет под солнечными лучами свое большое тело и вдыхает свежий воздух. И казалось бы, такие громадины должны наводить страх на человека, тем более, что они являются обладателями мощных зубов и челюстей, способных с легкостью перекусить даже крокодила. Но спешим вас успокоить. Этот монстр не хочет пользоваться столь мощным оружием, предпочитая более мелкую и легко достающуюся добычу в виде рыбешек и ракообразных. Случаев нападения миссисипского панцирника на человека практически нет. Связано это с медлительностью рыбы и проворством человека. Аллигаторову щуку можно есть, но ловят ее вовсе не для этого. Этих монстров некоторые безумцы содержат в домашних аквариумах, правда, в очень больших, под стать обитателю. Есть еще одна причина для бесконтрольного отлова этих рыб. Местные жители уверены, что аллигаторова щука может сожрать большое количество промысловой рыбы, а следовательно, оставить без дохода рыбаков, и потому ее популяция в дикой природе стремительно сокращается. Тупорылая акула.
Вообще, это не единственный речной гигант, обитающий в Миссисипи, что неудивительно, ведь это одна из самых длинных и глубоких рек в мире. Здесь живут и самые опасные и агрессивные представители речной фауны – акулы. Акула-бык или тупорылая акула распространена повсеместно и нередко заходит в реки не только в Миссисипи, но и в Амазонку, Ганг, Замбези и в другие реки Азии, Африки, Австралии, Америки. Выплывая из морей и океанов, они могут преодолеть до 4000 километров в пресной воде. Способность обитать в пресной воде связана с физиологической особенностью вида. Жабры и ректальная железа рыбы могут накапливать, а затем выделять соль. Тупорылые акулы достигают довольно крупных размеров. Максимальная зарегистрированная длина составляет 4 метра, а вес не более 500 килограмм. Продолжительность жизни большая – до 30 лет. Обладают поразительной выносливостью. Хищницы весьма малочувствительны к боли. Тупорылых акул относят к так называемым морским мусорщикам, так как они могут употреблять в пищу любые отбросы и падаль. Но основной рацион питания составляют костистые рыбы и мелкие акулы, включая представителей своего вида, а также черепахи, морские и земные млекопитающие, ракообразные, иглокожие и скаты. Известны также случаи нападения на человека. Самый известный из них произошел в 1916 году на побережье американского штата Нью-Джерси. В ходе серии нападений акулами было убито 4 человека, и 1 был ранен. Считается, что нападения были совершены из-за того, что в период с 1 по 12 июля в воде купалось слишком много людей, и хищные рыбы учуяли их запах. Но чтобы тупорылая акула действительно напала на человека, ее нужно хорошенько разозлить. А значит, и от этого речного монстра можно спастись. Обитатели Амазонки. Рекордсменом по количеству страшных водных обитателей можно назвать Амазонку. Помимо предыдущего представителя, здесь распространены и другие жуткие и опасные виды речных чудовищ. Например, гигантские пиявки, амазонские клипсины, достигающие 45 сантиметров в длину и 10 сантиметров в ширину, если речь идет о взрослых особях. Эти существа-паразиты ведут скрытый образ жизни, прячась в грунте и поджидая свою жертву. Взрослые особи питаются на крупных и средних животных – капибарах, анакондах, кайманах, на домашнем скоте. Молодые пиявки присасываются к амфибиям и рептилиям. Хоботок прокалывает кожу, выделяет антикоагулянты и обезболивающее и служит соломинкой, через которую паразит пьет кровь. Своим хоботком эти пиявки могут проникать довольно глубоко в ткани и повреждать крупные сосуды. Кроме того, в водах Амазонки обитают и другие кровопийцы – краснобрюхие пираньи. Оригинальное название этого речного монстра в переводе с коренных языков амазонских племен означает «злая рыба» или «рыбозуб». О кровожадности пираний ходит много легенд, но многие из них преувеличены. Эти речные обитатели действительно могут съесть очень крупную добычу, в том числе человека, но только в том случае, если будут слишком голодны. А добыча больна и уязвима. В обычных ситуациях они охотятся на других рыб, преимущественно мелких, а нападают стаями. Кроме того, пираньи очень пугливы и чаще всего предпочитают просто уплывать, если чувствуют опасность. Амазонку также населяют пилорылые скаты, самые необычные представители речной фауны. Их морда действительно напоминает пилу, нос в форме длинного лезвия с острыми зубами. Некоторые представители этого семейства могут достигать длины 7,5 метров и веса в полтонны. Так же, как и тупорылые акулы, пилорылые скаты предпочитают солоноватую воду в устьях рек, но временами перемещаются и в пресные воды. С учетом того, что носовая часть составляет четверть всего тела, скаты используют ее как оружие, а также как средство защиты от хищников. Как дубинкой, они могут оглушить своим носом близлежащую рыбу, а также пригвоздить свою жертву ко дну, прежде чем приступить к поеданию. К сожалению, эта же часть тела делает пилорылого ската уязвимым перед сетями.
Поэтому этот представитель речной фауны находится на грани вымирания. Электрические угри. Некоторым представителям речных вод не нужны ни шипы, ни зубы для выживания. Электрические угри оснащены не менее мощным оружием. Электричество в теле угря вырабатывается за счет видоизмененной в процессе эволюции мышечной ткани. В некоторых местах мясо угря формирует такие столбики, каждый из которых работает как небольшой биологический реактор. Каждая отдельная пластинка создает напряжение около 0,1 вольта в результате физической активности рыбы. Всего в теле угря имеется около 6000 таких пластинок. И чем активнее ведет себя рыба, тем быстрее и в большем количестве в ее теле вырабатывается заряд энергии. Угорь может вырастать до 3 метров и достигать веса 40 килограмм. При этом на голову и тело приходится всего 1/5 часть, все остальное – хвост. О размножении и развитии электрических угрей нет практически никаких сведений. Ни один из них не дал в неволе потомства. Известно лишь то, что они периодически исчезают с места обитания, а потом возвращаются в сопровождении молодняка. Но зачем электрическому угрю электричество? Раньше считалось, что они используют его лишь для защиты от более крупных хищников. Однако последние исследования показали, что слабые электрические импульсы также помогают этому речному обитателю ориентироваться в пространстве, узнавать расстояние до поверхности, до дна и до объектов вокруг. Помимо защиты и навигации, угри используют электрический ток для охоты. Достоверно известно, что они испускают мощные заряды для парализации и убийства своей добычи. Здесь следует отметить, что электрический угорь способен генерировать ток с напряжением в 1300 вольт и мощностью до 1 ампера. Таких показателей вполне достаточно для того, чтобы оглушить лошадь или корову, отпугнуть человека, убить небольшого крокодила. Речная минога. Возможно, самый мелкий представитель нашего топа, но не менее опасный и кровожадный – речная минога. Она не только ведет себя как настоящий монстр, но и выглядит соответствующим образом. Это не рыба, а бесчелюстное круглоротое. То есть что-то среднее между рыбой и древним, хтоническим существом из далекого прошлого. Гладкое червеобразное тело, покрытое слизью, крохотные глаза, источающие злобу. Этого уже достаточно, не так ли? Но давайте посмотрим миноги в рот. У нее нет мощных челюстей, да и челюстей в принципе. Она относится к бесчелюстным, помним же. Вместо стандартной пасти у миноги воронка, густо утыканная острыми зубами. Минога – паразит, и действует она подобно пиявке. Отыскав жертву, впивается в нее ротовой воронкой. Присосавшись, час за часом, подобно ненасытному вампиру, высасывает все соки. И она ближе, чем вы думаете, поскольку ареал ее обитания довольно широк. Минога живет в пресных и соленых водах, умеренных и северных широт. Например, ее можно встретить в Ладоге или Финском заливе. С этими необычными существами связана одна легенда. Во время Римской империи слухи о кошмарных тварях распространялись среди рабов, потому как их хозяева использовали древних существ в качестве наказания. Один из приближенных Октавиана Августа, Ведий Полеон, разводил миног для собственного садистского удовольствия. Он откармливал их, сохраняя лишь самых крупных. Провинившегося раба бросали в бассейн с миногами и закрывали решеткой, чтобы тот не смог выбраться, пока его медленно будут пожирать скользкие кровопийцы. Во время своего дружеского визита Октавиан узнал о жестокой потехе от чудом сбежавшего раба, который до этого случайно разбил хрустальный кубок хозяина. Правитель не только освободил раба, но и разбил оставшиеся кубки в качестве наказания Ведию. В наше время миног не используют для пыток, зато употребляют в пищу. Жареные миноги считаются деликатесом во многих кухнях мира. Самая крупная речная рыба. Но в нашем топе, несмотря на такое разнообразие существ, все еще не встретилось самого большого представителя пресноводных.
Мнения исследователей на этот счет расходятся, а потому можно выделить целых 2 рекордсмена, которые являются представителями одного и того же семейства. Большинство ученых умов считают, что именно белуга должна получить это звание. Существует множество задокументированных случаев вылова особей, чья длина превышала 4 метра, а масса достигала 1,5 тонны. Также есть свидетельства, которые, правда, не подтверждены документально, что в прошлом рыбакам попадались 6-9-метровые экземпляры. В общем, не зря белуга получила звание «царь-рыба». Ученые долго не могли понять закономерность перемещения белуги. То она туда пойдет, то в обратную сторону, а затем резко поменяет траекторию движения и уже буром последует не пойми куда. Оказалось, все просто. Куда плывет провизия, туда перетекает и наша героиня. Кстати, в питании ее никак нельзя назвать привередливой. Добавить в меню хищница может абсолютно все, от креветки до крупной рыбы. Предпочтение зависит от потребностей организма и сезона года. Кроме того, известно наверняка, что в пресные воды белуга заходит лишь для нереста, процесса размножения, а в остальное время предпочитает проживать в соленых водоемах. А вот калуга – другой крупный обитатель рек, как правило, в них же и проживает всю свою жизнь. Ее можно встретить в бассейнах реки Амур, Шилка и Аргунь. И может достигать размера до 5 метров при весе в тонну. Гигантская рыбина отнюдь не является добрым исполином, мирно пожевывающим водоросли на дне. Это жестокий тиран и ненасытный хищник. От черной дыры, которую кто-то по недоразумению назвал рот, не спастись ни щуке, ни карпу, ни ките. В еде калуга не слишком привередлива. Добычей становится все, что влезет в гигантскую пасть. И белуга, и калуга живут очень долго. Средний возраст составляет от 50 до 100 лет. Однако ни долгая жизнь, ни плодовитость не спасли этих гигантов от вымирания. Оба речных монстра занесены в Международную Красную книгу и теперь практически не встречаются в дикой природе. Так, отправляясь на рыбалку, имейте в виду, что можете наткнуться на самые необычные экземпляры. Мы, конечно, выяснили, что эти речные монстры практически не интересуются человечиной. Однако случаи нападения акул, самов, угрей и скатов на людей все еще известны истории. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите нам на почту в описании. Спасибо за просмотр.